Монтаж труб ПНД для водопровода. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Монтаж труб ПНД для водопровода на даче с помощью фитингов – самый оптимальный вариант. Полиэтиленовые трубы недорогие, но достаточно прочные и долговечные. А использование фитингов позволит сделать систему разборной. Требования, предъявляемые к трубам ПНД. Трубы ПНД должны соответствовать требованиям ГОСТ 18599-2001, которые гласят: внутри и снаружи поверхность трубы должна быть абсолютно гладкой. Имеющиеся незначительные отклонения не должны превышать установленные допуски. Ни внутри, ни снаружи, ни на торце трубы не должно быть посторонних включений, трещин, раковин. Цвет труб черный или синий, что позволяет быстро отличить водопроводные трубы от других. Иногда на черном фоне трубы может присутствовать не менее 3 равномерно распределенных продольных маркировочных синих полос. Труба рассчитана на максимальное рабочее давление 16-20 атмосфер. Основными показателями для классификации всех полиэтиленовых труб для водопровода являются: маркировка PE80, PE100. Первыми были трубы с маркировкой PE63, но сейчас они не используются. Устойчивость к внутреннему давлению SDR, определяемая отношением диаметра трубы снаружи к толщине стенки. Чем выше этот показатель, тем меньше толщина стенки. Диаметр PE80 используют для монтажа водопровода диаметром до 90 мм. PE100 применяют для более масштабных магистралей. При выборе важно правильно расшифровать условное обозначение, нанесенное на трубу. Например, обозначение PE100 SDR13 110 умножить на 8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 расшифровывается так: труба полиэтиленовая диаметром 110 мм, толщина стенки 8,1 мм, предназначенная для питьевой воды, изготовлена в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Для изготовления использован полиэтилен низкого давления PE100. Выбор диаметра труб и фитингов. Ключевыми при подборе труб и фитингов для водопровода являются следующие параметры. Диаметр внутренний. Как для труб, так и для фитингов он должен быть одинаковым. Находится в прямой зависимости от толщины стенки. Длина трубы. Условный проход. Обозначается ДУ с добавлением значения в миллиметрах. Толщина стенки. На выбор диаметра труб оказывает влияние скорость потока. Номинальное ее значение для стандартного водопровода составляет 0,02 км в секунду. Существует следующая взаимосвязь между длиной водопровода и диаметром труб. При длине системы до 30 метров оптимальный диаметр трубы 25 мм, что обеспечивает пропускную способность 30 литров в минуту. Для монтажа водопровода длиной более 30 метров подойдут трубы диаметром 32 мм, увеличивающие показатель пропускной способности до 50 литров в минуту. Для системы длиной менее 10 метров применяют трубы с диаметром 20 мм. Важно, выбирая трубы по диаметру, ориентируйтесь на предполагаемый расход воды, учитывая, что пропускная способность крана кухонного и в ванной составляет не менее 5 литров в минуту. Чем больше точек потребления, тем больше диаметр труб. На выбор диаметра труб для дачного водопровода решающее влияние оказывают следующие параметры: длина системы, предполагаемое число стыков, количество поворотов, норма потребления, напор воды. Имейте в виду, при одинаковом диаметре труб для холодной и горячей воды толщина стенок у последних должна быть в 2 раза больше. Монтаж своими руками. Монтаж следует начинать с составления схемы, где учесть расположение участка по отношению к водозабору, определить число и местонахождение точек раздачи воды. По имеющемуся эскизу считают количество расходного и арматурного материала. Число точек потребления воды зависит от расположения на участке бани, душевой, грядок, бассейна. Рациональное решение – устроить от 5 до 10 выводов трубы, а уже к ним подсоединить резиновые шланги, чтобы был удобный доступ воды к каждой зоне. Монтаж летнего разборного водопровода на даче. Для монтажа водопровода на дачном участке потребуется стандартный набор инструментов и материала. Трубы ПНД в количестве, зависящем от схемы разводки. Для основного водопровода берут трубы большого диаметра, а для разводки на точке подачи – меньшего. Различные фитинговые соединения.
режущий инструмент, конусовидный торцовый нож, ножовка для металла. Соединительные элементы, чтобы стыковать ПНД-трубы с кранами, установками для полива, душем. Лотки водопроводные пластиковые, решетки накрывающие. Работы выполняют по такой технологии. Подсоединяют дачный водопровод к источнику, будь это общая труба или колонка, используют для этого специальный переходник. Соединение делают под уклоном. Выполняют разводку по территории участка путем прокладки труб диаметром 20 или 25 мм к точкам забора воды. Соединяют отрезки труб при помощи цанговых фитингов, предварительно проверив правильность сборки. Фитинг перед этим разбирают, вынимают прокладку, зажим. Снова плотно вставляют прокладку на место, а за ней помещают зажим со специальными фиксирующими выступами. Навинчивают зажимную гайку, но только слегка. Подготавливают к установке торцы полиэтиленовых труб. Сначала обрезают торец ножом, затем вставляют его в фитинг и закручивают зажимную гайку. Подсоединяют трубы к кранам, системе полива и так далее. Внимание! Все соединения труб выполняются вручную. Если использовать зажимной инструмент, можно перетянуть гайку и деформировать детали фитинга или конец трубы. Если сезонный водопровод проложить по поверхности, то он станет помехой и для техники, и для людей. Лучше сделать траншею с применением специальных лотков из пластика, а затем накрыть ее решетками, входящими в комплект. Вполне возможно трубы ПНД заменить на резиновый шланг, армированный волокнами из капрона. Этот материал также прочный и достаточно долговечный. Монтаж водопровода в дачном доме. Монтаж водопровода в доме выполняется по несколько другой технологии. Отмеряют нужный отрезок трубы, отмечают ее край маркером. На месте отметки по окружности наклеивают малярный скотч таким образом, чтобы точно совместились его края. Обрезают трубу максимально ровно, перпендикулярно оси трубы, ориентируясь на край скотча. Снимают вспомогательный материал. На обрезанном торце делают ровный скос шириной 2-3 мм при помощи фаскореза или обычного напильника, просто сточив им край под 20 градусов. Накручивают накидную гайку с зажимным и стопорным кольцами, надевают на край фаски уплотнительное кольцо. Освобождают край трубы, немного сдвинув в сторону ранее установленные детали, смазывают его сантехнической смазкой. Вставляют свободный край в фитинг до упора, притягивают ближе гайку накидную с кольцом и наворачивают ее на резьбовую часть фитинга. То же самое проделывает и с противоположной стороны фитинга. Важно, чтобы труба уперлась не в прокладку, а в бурт, тогда соединение получится герметичным. Испытывают трубопровод, запустив в систему воду. Если есть протечки, подтягивают соединение. Если все соединения выполнены правильно, то никаких неожиданностей в виде подтеков не будет. Если трубы ПНД стыкуются с металлом, то лучше перестраховаться, подмотав фумленту или льняное волокно. В будущем трубы из полимеров вытеснят свои металлические аналоги. А какой полимер выбирать – ПНД, ПВД или ПВХ – зависит от предназначения водопровода и мощности. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.